не могу есть овощи и фрукты, от всего дует живот. Что делать? Не стоит забывать, что фрукты любые это имеют в составе своем кислоту. Как правило, это аскорбиновая кислота. И фрукты, и фрукты, и ягоды это все кислое. И когда вы употребляете все кислое, при гастрите может вызывать, при язвенном гастрите, при обычном гастрите, при гастрододените, ну обычно при гастрите, это может провоцировать у вас вздутие. Всегда, даже к врачу не ходи. Что необходимо? Овощи. Если вы овощи принимаете, то в овощи нельзя добавлять яичные, майонез, допустим. Нельзя добавлять томатную пасту, потому что это все приводит к появлению кислоты. Чеснок нельзя добавлять, специи. Это все приводит к повышению кислотности желудка. Именно, а что делать? Ну, первое, что необходимо делать, это знать, что кислотность желудка это основное ваше заболевание. И принимать препараты, которые будут снижать кислотность. Чем снижает наш организм кислотность? Он снижает выделением желчи. И в случае, если она не снижается, то желчь не выделяется. Чем можно выделять желчь и продуцирует желчный пузырь? Значит, есть проблемы с желчным пузырем, с формированием печенью желчи. И это говорит о том, что необходимо пропить горечи какие-либо или горькие растения, а также уменьшить количество употребления глюкозы, потому что она тоже замедляет выделение желчи и перерождает печень. То есть появляется жировой гепатоз печени, что уменьшает количество выделяемой желчи. Ну и пейте кофе с утра, это продуцирует выделение желчи, также ощелачивает, как ни странно. Ну и если едите фрукты или едите ягоды, то обязательно не забывайте о соде. В моей компании есть препараты для снижения кислотности. Это препарат называется «Здоровый желудок», «Гастронорм», по одной таблетке 2 раза в день. Принимайте вот такой кисель, о котором я сегодня говорил, который называется узвар из хлопьев овсяной крупы. Не забывайте о шроте льна, как его приготовить. Вы его можете приобрести прямо на моем сайте tibetan-formula.com. Шрот льна заваривается 1 столовая ложка на стакан горячей воды или кипятка, настаивается пока не остынет, чайной ложкой съедается на протяжении дня. Это очень ощелачивает желудок, очень ощелачивает толстую кишку, что приводит к уменьшению появления диареи и болей в желудочно-кишечном тракте, и запоры исчезают и так далее. Я считаю, что лен и вот такую овсяные хлопья можно поставить на первое место. Ну и конечно же, принимайте какие-либо сорбенты. В нашей компании там самые простые сорбенты это антитокс, это сорбент каолин, сорбент аэросила или сорбент кремния. Принимайте такой вот препарат. При любых язвах желудка, вообще при заболеваниях желудка я рекомендую принимать глиняную воду. Можно найти мой семинар, где я рассказываю о применении в традиционной и нетрадиционной медицине, особенно на территории Украины, Черновецкой области, Ивано-Франковской. Применение глины в виде воды при лечении ожирения, сахарного диабета 1-2 типа, гастрита, язвенного колита, каких-либо других заболеваний, язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки, гастрита простого и применение вот такой глиняной воды при сахарном диабете 2 типа. Каким образом необходимо ее принимать? Как сорбент. 1 столовая ложка препарата каолин, это очищенная белая глина, на 1 литр воды. На протяжении дня по чуть-чуть принимать такую воду. Если принимать такую воду каждый день по 1 литру, то через месяц вы заметно уменьшите свой вес, будете приятно удивлены общему состоянию. В случае, если применение такой смеси или вот такой воды глиняной приводит к тому, что вас начинает вздувать, ничего страшного в этом нет. Добавьте препарат для лечения панкреатита, панкрисорб. Почему начинается вздутие? Дело в том, что вздутие начинается, потому что начинает за счет такой воды выделяться инсулин подкожно, что уменьшает ожирение, но вот к такому неудобному результату приводит.